Привет, друзья! Тамара Гвердцители заворожила уже не одно поколение слушателей. Певицу называют символом эпохи и живым идолом отечественной эстрады. А ее песни знают и любят не только в России и родной Грузии, но и за рубежом. Тамару можно назвать истинной грузинкой, которая помимо внешности и силы характера получила в дар голос непередаваемой красоты. Ее песни способны вызвать бурю эмоций. На ее концертах люди плачут и смеются, взлетают до небес и парят подобно орлам. Гвердцители не представляет жизни без творчества, но в то же время мечтает о крепкой семье. Несколько раз она пыталась обрести простое женское счастье, о котором пела. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. А мы расскажем, как живет Тамара Гвердцители, сколько она зарабатывает и какой недвижимостью владеет. Тамарико Гвердцители, более известная под именем Тамара, родилась 18 января 1962 года в Тбилиси в семье Михаила Павловича Гвердцители и Инны Вольфовны Кофман. Папа Тамары Гвердцители, происходивший из древнего грузинского рода, был советским кибернетиком, а мама, уроженка Одессы, Инна Кофман, учительницей. По инициативе мамы дочку отдали в музыкальную школу при Тбилисской консерватории, что и определило ее дальнейшую судьбу. В 9 обладательница сильного контральто вошла в состав ВМ Зиури, с которым объездила весь СССР. Потом девушка поступила в консерваторию по классу фортепиано и композиции, но еще до получения диплома начала покорять мир. В 19 выиграла международный конкурс «Красная гвоздика» в Сочи и поучаствовала в фестивале в Дрездене, а в 20 записала дебютную пластинку. К концу 80-х она уже стала заслуженной артисткой грузинской ССР, победила в конкурсе «Золотой Орфей» и выступила в Сан-Ремо. А в 1991-м случилось невероятное. После 2 лет ожидания кассету певицы передали Мишелю Леграну, которого было крайне сложно уговорить прослушать материалы незнакомых ему исполнителей, уж тем более из Тбилиси. После личной встречи с Леграном Гвердцители посчастливилось дать с ним совместный концерт в Парижской Олимпии. Как только Тамара вернулась из Франции на родину, ей поступило предложение уехать по работе в Канаду. Затем она пела на сцене Assembly Hall в Нью-Йорке и гастролировала по городам США. В 2000 году Тамара Михайловна получила российское гражданство, а 18 ноября 2004 года исполнительница удостоилась звания народной артистки РФ. Тамара старается разнообразить свой репертуар песнями не только на русском и грузинском языках, но и на английском, итальянском, французском, армянском, немецком, испанском, украинском и иврите. Также Тамара Михайловна продолжит курировать детдом в Тбилиси, которому уже много лет отчисляет часть денег из своих гонораров. Только окончив консерваторию, певица задумалась о замужестве. Так уж она была воспитана. Сначала образование, потом создание семьи. «Суженый» появился на горизонте, когда Гвердцители пригласили в телепостановку. Девушка приехала знакомиться с режиссером и с первой минуты поняла, что с Георгием Кахабришвили у нее непременно что-то будет. Мужчина на 15 лет старше, образованный, самоуверенный, он не мог не понравиться избирательной певице. Влюбленные по-настоящему сблизились после того, как артистка объездила с концертами охваченный войной Афганистан. Вернувшись, шокированная увиденным девушка еще долго развозила вместе с Георгием письма родственникам солдат. Режиссер и певица поженились, а спустя 2 года у них родился сын Сандро. Тамаре хотелось чаще бывать дома с ребенком, но в то же время отказаться от профессии она не могла. «Я пыталась соединить несоединимое, продолжить карьеру и сохранить семью», – рассуждала звезда. Серьезным испытанием для брака стал отъезд Тамары во Францию. Мало того, что она оставляла супруга и сына надолго, а тут еще и совместные концерты с Леграном, после которых зрители уверяли, между композитором и певицей настоящая химия. «Довольно скоро мы расстались с первым мужем, и причиной был не Мишель, к этому давно шло», – поясняла Тамара. Точка невозврата оказалась пройдена, когда Гвердцители решила поселить сына в Москве, а Георгий сказал, что не сможет найти там работу по душе. В Грузии он занимал пост заместителя председателя Гостелерадио. Тамара смирилась с таким положением дел, развелась и погрузилась в творчество. Адвокат Дмитрий, которого артистка встретила в Нью-Йорке, моментально покорил ее обходительностью и светскими манерами. Казалось, они были знакомы много лет. Отношения развивались быстро. И вот уже Тамара переехала с сыном в Бостон, где у избранника был дом. 5 месяцев она оставалась в США, стараясь играть роль хорошей жены. Но сердце неумолимо тянуло в Россию, к зрителям. Дима все понимал, поэтому отпускал возлюбленную в Москву.
Оба страдали от невозможности быть вместе, однако верили, что решение скоро найдется. Когда адвокат уже собирался переехать к певице, случилось непоправимое. Бросилась к телефону, прижала трубку к уху. «Тамара? Дима погиб. Внезапная остановка сердца». Продолжение я не услышала, потеряла сознание. Нелепая, трагическая смерть. Я долго не могла поверить. Откровенничала Гверцетели. Чем чаще она вспоминала жизнь с Дмитрием, тем острее осознавала – такой любви больше не будет никогда. В попытке заглушить эту боль, певица вышла замуж за кардиохирурга Сергея Амбачелло, но долго союз не продержался. Как говорила мама звезды, брак был случайным, а супруги оказались слишком разными людьми. Сейчас в жизни звезды лишь один главный мужчина – Сандро. Наследник получил отличное образование в США, а после перебрался в Великобританию, где отучился в Лондонском университете искусств. Сын артистки увлечен наукой и карьерой, а вот создавать семью пока не спешит. К его выбору Тамара Гверцетели относится с уважением, хотя и не скрывает, она давно готова стать бабушкой. Певица уверяет, что никогда не прибегала к инъекционной косметологии и пластической хирургии, а избавляться от лишних килограммов ей помогает йога и отказ от вредных продуктов. Певица уже не первый десяток лет живет в Москве, поэтому Россию она может заслуженно считать своей второй родиной. У Гверцетели большое число поклонников, которым интересно, в какой обстановке живет их кумир. Певица является обладательницей московской квартиры и загородного дома. Каждая недвижимость по-своему шикарна и обставлена по вкусу владелицы. Артистка проживает в апартаментах в самом центре Москвы, по Южно-Портовой улице. Примерная цена ее квартиры составляет 30 миллионов рублей. Тамара пробовала привлечь к обустройству своей квартиры дизайнеров, которые учли бы все пожелания и воплотили их в реальности. Но этому не суждено было сбыться. Певицу не удовлетворили предложенные проекты, поэтому ей пришлось лично руководить благоустройством своего жилья. В квартире певицы 3 спальни. Одна принадлежит ей, вторая предоставлена в распоряжение матери, а третья предназначена для сына. 4-я комната представляет собой просторную гостиную, которая настолько большая, что в ней организовано несколько зон. Предметы декора интерьера очень дорогие. Многие из них Тамара привезла из Грузии. Самую большую ценность для нее представляют веера, а также посуда, сделанная из фарфора высочайшего качества. Продолжительный период Тамара жила во Франции. Это сильно отразилось на стиле, который артистка предпочла для своей квартиры. Французы очень любят панорамные окна, камины и хорошее освещение. Именно эти детали украшают сейчас жилые комнаты, принадлежащие обладательнице хорошего голоса. Мебель, разумеется, для себя и своей семьи Гверцетели выбрала достойную. Ее привозили из многих мест планеты, преимущественно из Италии. Дерево, кожа, стекло, металл, благородные цвета – все это наполняет жилое пространство, где проживает певица, роскошью и уютом. Многие знаменитые люди России владеют загородными домами. Тамара не является исключением. Ведь тем, кто ведет публичный образ жизни, хочется отдохнуть от поклонников и журналистов в спокойной обстановке, погулять по зеленой траве и послушать пение птиц. Загородный дом певицы расположен в Подмосковье, в окрестностях Зеленограда. Дом появился у нее более 15 лет назад, но из-за рабочего графика она не так часто проводит там время. Когда Тамара покупала этот участок, там стоял старый деревянный дом, который решено было не сносить, а укрепить и сделать двухэтажную пристройку. Гостиная украшена люстрами в классическом стиле, модным зеркальным телевизором, уютными портьерами мятного цвета и неприхотливыми, но очень красивыми комнатными растениями. Уюта комнате также добавляет диван светлого цвета, который при необходимости может послужить полноценным спальным местом. Стильное кресло и пуфик, обитые итальянским бархатом и украшенные латунью, заняли свое место в музыкальной зоне гостиной. Тамара Гверцетели – одна из немногих артисток, заработавшая популярность исключительно умением петь. Она никогда не участвовала в скандалах и не лезла в политику. Средние расценки Тамары Гверцетели за выступление на сборном концерте без оркестра от 200 тысяч рублей и до 3 миллионов 500 тысяч за сольный концерт с джазовым оркестром. Друзья, давайте пожелаем Тамаре Михайловне наполнять этот мир чудесными мелодиями и песнями, с каждым днем открывать новую дверцу к успеху творчества, постоянно наслаждаться лучами счастья и любви. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока!